Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами тетя Оля и наша передача «В гостях у внутреннего мира». Я Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности, и сегодня мы поговорим, как вы думаете, про что? Про агрессию. Сегодня я пришла с драконом, которого я назвала Дракарис. Помните в «Игре престолов», когда главная героиня кричала своим драконам Дракарис, и они сжигали всех плохих огнем и пламенем? Сегодня мы будем говорить про агрессию, про ярость и про конфликтность. Если человек не узнает свою конфликтность, свою агрессивность, это не значит, что у него ее нету. Она есть, но по каким-то причинам ему запрещено в себе это узнавать. Давайте логически помыслим с вами. Вот наша личность хотела бы некой безусловной среды принятия. Мы бы хотели, чтобы другие люди относились к нам так, как нам хочется, реагировали на нас определенным образом. И чтобы весь мир был такой средой, в которой у нас все получается, нам везет, мир откликается на нас положительно, дает нам все желаемое. И когда мир не хочет быть такой средой, то мы ошибочно это воспринимаем как нападение на нас. То есть мы воспринимаем не нападение на себя изнутри, появление внутри агрессии собственной, а как атаку мира на нас. Ну, это когда самое простое: дома закончился кофе, вы его не купили. Такое впечатление, что мир атакует нас отсутствием кофе. Или же вы пришли за каким-то продуктом, а его нету. Наши желания атакуют нас, но нам кажется, что это магазин атакует нас. Или все мироздание атакует нас отсутствием желаемого. И из-за этого человек ошибочно перемещен в состояние жертвы. То есть он страдает от отсутствия желаемого. И поэтому его агрессия, она не узнается. И из-за этого возникает множество проблем. Давайте с вами разберем на 3 простых примерах. Давайте представим, что перед вами девушка в очень короткой юбке. Или же наоборот в хиджабе. Это вот мусульманки носят такой платок, завязанный вокруг головы. И если в вашем мировоззрении короткие юбки — это плохо или неправильно, или хиджаб плохо или неправильно, то эта девушка будет восприниматься как атакующая вашу систему ценностей. То есть на эту девушку появляется агрессия у меня, я ее перечеркиваю, я ее считаю неправильной, но при этом я буду воспринимать это как наоборот. Она атакует меня своим вещью из своего гардероба. То есть я не воспринимаю поднимающуюся у меня агрессивность, а я воспринимаю это, наоборот, как защиту от чужой атаки. Вот есть бойцовские петушки, и бойцовские петушки, которые напрыгивают, да, на тех, кто пришел, там, на людей, на их территорию. И бойцовский петушок, он уверен полностью, что он защищает курочек или свою территорию. То есть он защитник, хотя на самом деле он уже является атакующим. И вот мы эти атаки на внешний мир не узнаем как атаки. То есть мы воспринимаем их как защиту на чужую атаку, хотя агрессия наша. Давайте еще один пример. Вы едете в метро, и кто-то громко говорит по телефону. А вы устали, вы после работы, у вас было много общения. И вы будете воспринимать голос другого как громкий голос, как атакующий. То есть как будто это этот человек атакует вас
агрессивно своим голосом. А по факту это ваша агрессия, которая хочет аннулировать, уничтожить то, что сейчас не влазит или не нравится. Третий пример, бытовой. Это когда вы с кем-то вместе живете, и человек поставил не туда кружку, куда бы вы ее считали нужным поставить. И тогда кружка как будто атакует нас, хотя по факту у меня внутри появилась агрессия, и я атакую эту кружку собственной агрессией. Сейчас попробуем развернуть это все. То есть фактически, если бы вы были честны с собой, то вы бы этой девушке сказали: не носи это, сними это, потому что это не вписывается в мое мировоззрение. Или же вы бы сказали в метро: говори тише, чего ты орешь. То есть, видите, если мы выпускаем это, мы видим, что мы агрессивные. Но внутри, когда мы это утаиваем, мы как будто эту агрессию в себе не признаем. Или же на кружку бы мы сказали: ставь куда надо кружку. И вот эту агрессию, которую мы генерируем сами, а потом сдерживаем, мы этот момент считаем самопожертвованием. Я промолчала. То есть я сначала сама себя атакую, я вырабатываю агрессивность, это моя агрессия. А потом я ее сдерживая, считаю еще другого человека должным, а себя терпеливой и доброй за то, что я это не высказала. Развернем ситуацию. Давайте представим, что вы пришли куда-то, и вам человек, друг, приятель говорит: ну ты и вынарядилась сегодня. То есть, когда нам это говорят, мы тоже это воспринимаем как агрессию, хотя человек, мы уже с вами знаем из предыдущих примеров, у него происходит обработка действительности, у него происходит атака на среду, то есть эта среда не соответствует его представлению о том, как должно быть, и он атакует эту нетождественную себе среду. Вот если я той, которой сказали, что она вынарядилась, знает эти все моменты, она уже признала собственную агрессию, она понимает, на что она появляется, то моя реакция на это не будет как на нападение, потому что я знаю, что человек напал в первую очередь на себя. Но если я не воспринимаю это так, я восприму это как нападение и начну этого человека атаковать в ответ. Я бы скажу: что это за замечание? Вот это та самая конфликтность. Таким образом у нас возникает конфликт. То есть мы свою агрессию только потому, что скрываем и научились сдерживать, мы не конфликтные как бы по факту в реальной жизни, но внутри мы постоянно конфликтуем. Или же представим, вы едете в метро, у вас зазвонил телефон, вам говорят, что вы затапливаете соседей. Вы говорите: как затапливаю, что происходит? И тут рядом кто-то сидящий вам говорит: что ты орешь на все метро, тут люди. Да? И если я не в состоянии понимать, что со мной происходит, то я тоже ввязываюсь в этот конфликт, и получается свалка, где вытрепанные нервы, растраченная энергия, и потом еще неделю или месяц я разговариваю в голове с этим человеком. Аналогичная ситуация, когда кто-то говорит про кружку. То есть конфликт возникает, когда я мало того, что воспринимаю это как нападение, но я еще и начинаю атаковать человека в ответ. Вот, знаете, такие ярые моралисты, они прям взяли бы и дали бы по башке этой девушке в короткой юбке чем-нибудь. Ну, так и делают некоторые люди. Или же дали по башке бы девушке в хиджабе за то, что она не такая, как в их представлении. И вот этих вот
конфликтных людей, уже асоциальных, которые набрасываются, мы считаем как бы уже совсем ненормальными, их надо изолировать. Хотя свои такие броски сдержанные мы от себя упорно скрываем. И поэтому себе кажемся неконфликтными, хотя конфликтность содержится внутри. То есть, видите, вот эта вот внутренняя агрессивность, многие люди свою агрессивность не узнают свою злость и не понимают, из-за чего вообще на них такая реакция. Но человек, который проагрессировал внутри и сдерживает это, он кажется притворяющимся. И эта агрессивность, она все равно будет считываться. То есть к человеку будет такое настороженное настроение, потому что мы считываем бессознательное, неосознанное. Итак, когда нам из вот этого собственного внутреннего конфликта человек что-то говорит, то в первую очередь нам надо уже разобраться именно со своей агрессивностью, когда мы как бойцовский петушок атакуем, потому что уверены, что защищаемся. И войти в конфликт, я не говорю о том, что не надо отстаивать границы, не отвечать, но входя в конфликт и в прояснение, если вы агрессивный, то точно будет непонятно, кто агрессор. И человек потом в голове постоянно выясняет, так кто был агрессор, я или он, я или он. И если он свою агрессию не вывел в сознание, то ему надо все время аргументировать и забрасывать внутри аргументами, что я защищался, я защищался, я защищался. Если человек не может свою агрессию присвоить как свою, не проецировать причину вовне. И для того, чтобы нам оправдать собственную агрессию, нам надо создать объем такой же демонизации другого, для того, чтобы оставить свою хорошесть. Потому что если я бойцовый петушок, бойцовский петушок, который защищает, то я хорошая и правильная. А если я просто агрессивная, то я тут же плохая и неправильная. И поэтому мы начинаем создавать сюжет, где мы демонизируем образ того, по поводу кого мы агрессировали, на объем собственной злости. То есть этот объект становится демоном для того, чтобы мы смогли легализировать собственную агрессию как защиту. И в частности, секты и государства, особенно тоталитарные, не пользуются этим. Они знают, что агрессивность у человека все равно есть. И для того, чтобы эту агрессивность как канализацию направить по трубам, выбирается вот этот козел отпущения. Я снимала как-то видео. Тот, кого будем ненавидеть, и тот, на кого будем сливать свою агрессию для того, чтобы или же руководители секты, или же правительства оставались белыми и пушистыми, а весь негатив сливался на какую-то или нацию, или какую-то категорию людей. И вот эта травля какой-то определенной категории людей, это весьма выгодно. И я надеюсь, вы достаточно умные для того, чтобы разгадывать эти манипуляции. Ну что, буду я завершать этот ролик. Напоминаю, что в августе у нас начнется школа общения. Мы будем там более подробно разбирать, что делать, когда на тебя, например, наехали. И говорю тем, кто, возможно, недавно присоединился к моему YouTube-каналу, что есть еще ролики для спонсоров. То есть можно подписаться на спонсорство и каждый вторник получать дополнительный ролик. А по субботам у нас рубрика «Психоанализ онлайн». Можно также сделать подписку на нее и присылать свои вопросы, на которые я буду отвечать. Я буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, узнаете ли вы свою агрессию, и попробуйте привести случаи, когда агрессировали вы, а проекцию сделали в другого. Будем учиться друг у друга. До встречи!